Теремок ТВ. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят. Мишки, ми-ми-мишки. Мишки, ми-ми-мишки. Мисс Лес. Какое красивое платье! Да, и корона. Конечно, это же мисс Мира. Соня, а давай устроим такой же конкурс у нас. Точно, мисс Лес. Выхожу один на один, обвожу вратаря. Ворота пустые. Вот это будет гол. Что такое? Нарушений не было. Внимание! Важная новость! Скоро у нас будет проводиться конкурс «Мисс Лес». Здорово! Я участвую! Подождите, это же для девчонок. Конечно, поэтому Тучка, Валя и Цыпа будут в жюри. А Саня и Кеша болельщиками. Я буду болеть за Соню, она победит. А это мы еще посмотрим. Итак, на первом этапе конкурса девочки представят нам поделки своими руками. Просим участниц на сцену. Лисичка, подожди! Тряпичная кукла? Ты чего? Такой поделкой мы не выиграем. Стой здесь. Дай-ка посмотреть. Бумажный цветок? Нет, так не пойдет. Сейчас я что-нибудь придумаю. Занавес. Я представляю дорогому жюри многофункциональный цифровой компас для походов на Луну. Браво! Браво! А у меня пиратский корабль. Скажи, что пушки можно пульками заряжать. Пушки можно пульками украшать. Ой, заряжать. Молодец, Соня! Немного странноватые поделки. Да, ну что ж, завтра нас ждет второй этап конкурса. Лучшее блюдо. Просто пирог? Кого этим удивишь? Давай помогу. Черничный пирог? Скучновато. Надо как-то оригинально упаковать. Оригинально? Итак, что же приготовили наши конкурсантки? Супер-мега-чиз-фиш гамбургер. Здорово! А у меня черничный пирог для космонавтов. Вот это да! Ну что, попробуем? Можно и я воздержусь? Я тоже. Тогда остается последний этап. Лучший наряд. Готовься проиграть. Лисичкин наряд просто фантастика. Ха! Ты еще не видел, что я приготовил для Сони? Прошу тишины. Участницы, приготовьтесь. Занавес. Ну что ж, спасибо. Теперь я попрошу жюри выставить оценки за каждый конкурс. Лучшая поделка. Да вы чего? Лучшее блюдо. Пропустим. Как это пропустим? Я целый пирог в тюбик запихал. Ты? Ну, конечно, я. А вы думали, лисичка? Еще скажите, что вам Сонин костюм не понравился. Я его всю ночь делал. Подождите, но конкурс-то был для девочек. Вот именно.
Мы подготовили совсем другое. Вот, смотрите. Как красиво! Платья девочкам гораздо больше идут. Да, зря мы им мешали. По итогам конкурса титулом «Мисс Лес» награждаются обе участницы. Спасибо, друзья. Плакса. Бросай мне! Я открыт! Да ты все равно промажешь. Молодец, Тучка. Всем привет! Привет. Сколько можно гонять мяч? Давайте поиграем в балет. Балет — это же для девчонок. А вот и нет. Вам понравится. А правда, почему бы не поиграть во что-то новое? Да, я тоже не против. Ладно, поиграем в твой балет. Но сначала нам нужно закончить матч. Да, у нас игра до 10 очков. Это вы до вечера играть будете. Я хочу балет прямо сейчас. Ха! А я хочу попадать в корзину с закрытыми глазами. А я хочу балет. Соня, ты чего? Соня, не плачь. Ладно, давай играть в твой балет. Отлично. А еще глупее костюмов не было. Вы ничего не понимаете в балете. Итак, главная роль у меня. Сейчас я расскажу, кто что должен делать. Тучка, тебе нужно махать руками, как ветками. Лисичка, у тебя очень важная роль. Ты должна говорить «ква-ква» и прыгать. Саня, я отказываюсь участвовать. Это не балет, а какой-то цирк. Да, мне что-то тоже не очень нравится. Давайте придумаем костюмы вместе. Нет, это моя постановка. Ну, если твоя, тогда играй одна. Что? Ой, кажется, Соня опять расстроилась. Ну, хватит плакать. Мы на все согласны. Раздавай роли. Так-то лучше. Давайте репетировать. Браво! Браво! Спасибо. Держи, лисичка. Мне очень понравилось, как ты исполнила партию лягушки. Спасибо, Валя. Я старалась. А как же я? У меня вообще-то была главная роль. Опять началось. Соня, ну не плачь. На, возьми букет. А почему это вы не зовете на бис? Бис! Бис! Знаете, по-моему, Соня плачет не по-настоящему. Да, она просто притворяется, чтобы заставить всех делать так, как ей хочется. Точно, с этим пора заканчивать. Надо отучить ее плакать. Но как? Вот видите, всем понравился наш балет. Предлагаю отметить это вечеринкой. Собираемся у лисички. Мальчики, кажется, у меня есть идея. А вот и торт. Выбирайте, кому какой кусочек. Мне с фигуркой. Я тоже хочу с фигуркой. А я первая сказала. А я... Ты чего? И я хочу этот кусочек. Я Я тоже хочу. Хватит, пожалуйста. Давайте поделим фигурку
фигурку на всех. Так лучше. Вот видишь, что бывает, если все начинают притворяться. Да, простите. Я вела себя некрасиво. Ешьте фигурку без меня. Фигурок на всех хватит. Спасибо, лисичка. Девочки против мальчиков. Так, кому еще добавки пирога? Мне! А мне 2. Мальчики, яблочный компот. Здорово! Какие же вы у нас хорошие! Ну все, нам пора на игру. Спасибо. Приходите за нас болеть. Тучечка, молодец! Молодец, Кеша! Вот мальчишки сами играют, а нас не принимают. Почему не принимают? Очень даже принимают. Смотри. Кеша! А можно мы с вами поиграем? Лисичка! Из-за тебя я промазал! Мы почти выиграли. Выиграли? Да вам нас никогда не догнать. Лисичка, иди лучше на трибуну. Болейте за нас, а не за Тучку. Ага, как пироги есть, так вы первые. А как играть, так без нас. Ну, баскетбол — это не для девчонок. Ах, так! Тогда и пироги не для мальчишек. Ха, отлично! С сегодняшнего дня девочки отдельно, мальчики отдельно. Саня, подожди! Да не трусь ты, тученцы. Накормлю я тебя пирогами. Страна мальчишек. Страна девчонок. Опять пирог? Их и так уже ставить некуда. Что случилось, лисичка? Наверное, духовка сломалась. Не знаешь, как починить? Может, попробуем покрасить в розовый? Или еще цветочками можно украсить? Нет, Соня, здесь нужны мальчики. Опять чипсы. С грибным вкусом. Завтра будут с каким-нибудь другим вкусом. Эх, а девочки сейчас, наверное, торт едят. Знаете, я тут подумал. Я тоже об этом подумал. Пойдем, Кеша, туда, куда мы оба подумали. Лисичка, Соня, мы были неправы. И вообще, в баскетбол могут и девочки играть. Мальчики, мы тоже немного перестарались. К тому же, у меня и духовка сломалась. Так я ее и починить могу. Так значит, мир
Молодец, лисичка! 5-0 в нашу пользу. Лисичка, может, ты уже пироги пойдешь готовить? Невезучая. Не зря меня прозвали Кеша Меткий Глаз. Ну, белая тучка, теперь попробуй ты. Не верю, ты применил магию. Белая туча, честный воин. Огненный хвост, твоя очередь. Я не умею. У меня ничего не получится. Да брось, лисичка, то есть огненный хвост. Это просто. Я же говорила. Это все ветер. Попробуй еще раз. Ну, в 3-й раз точно получится. Бесполезно. Просто я невезучая. Ничего у меня не выйдет. Играйте без меня. Иннокентий, придумай что-нибудь. Не зря же меня прозвали Ясный Ум. Я мигом. Друзья индейцы, представляю вашему вниманию свое новое изобретение – Фортунатор. Его антенна ловит позитивные энергетические волны и притягивает удачу. Здорово! Шлем везения – это то, что мне нужно. Сейчас проверим. Это же просто кастрюля с антенной. Ага, только Работает! Теперь я везучая. Ну что, индейцы, какое следующее испытание? А у меня готово. Быстро ты. Со шлемом везения я все могу. Вот это да! Ну что ж, доблестные воины Мимимая, мы дошли до последнего испытания. Тот, кто первым переплывет реку, получит звание вождя племени. Ну не зря же меня прозвали Быстрое Весло! Вперед! Вот это да! Так держать! Друзья! Меня, кажется, сносит течением! Сейчас, Кеша, я тебе помогу. Не получается. Ура! Я победила! Лисичка! На помощь! Держитесь! Сейчас я что-нибудь придумаю. Ой, шлем везения! Где он? Лисичка! Ай! О, нет! Лисичка! Быстрее! Кинь веревку! Я так далеко не смогу! А ты ее к стреле привяжи и выстрели. Я не попаду! Шлем везения пропал! Шлем ни при чем! Это просто кастрюля! И вообще, дело не в везении! Ты просто поверила в себя! Вот и все! Просто поверила в себя? Скорее! Ну, огненный хвост, не подведи! Получилось!
Лисичка, ты настоящий вождь. И даже без шлема удачи. Кстати, по древней индейской традиции вождь должен приготовить для всего племени пирог. Но для этого удача мне точно не нужна. Сад для лисички. Привет, лисичка. Привет, мальчики. Ого, какая красивая лавка. Только зачем она тебе тут? Здесь будет мой сад. Сад? Здорово. Да, правда, я пока не придумала, что в нем будет расти. Поэтому решила начать с лавочки. Давай мы тебе поможем. Да, тученцы? Конечно. А ты можешь отдохнуть. Приходи вечером. Здорово! Сварю пока варенье. Пойдем, Цыпа. Так, для начала надо сходить за саженцами. И когда они вырастут, я лучше сделаю искусственный сад. Быстро, красиво и ухаживать не надо. Тогда давай каждый сделает по-своему. Фух, готово. А я уже давно закончил. Ого! Вот именно. И никаких саженцев. Чистый пластик. Плюс немного фантазии. Вот это да! О таком саде я даже и не мечтала. Спасибо, мальчики. Ну, вообще-то, спасибо, Кеша. А я вон там посадил. Ну, тоже неплохо. Только лавочку я бы немного развернула. Не поможете? Сюда. Ага. Еще немного. Отлично! Вот это вид! Я и не думала, что за день можно такой сад вырастить. Только ты, лисичка, все равно мою часть сада поливай. Конечно, конечно! А мои растения в поливе не нуждаются. Экономия сил и времени. Ух ты! Здорово! Кеш, а сфотографируй нас с Цыпой на фоне сада. Запросто. Ладно, лисичка, наслаждайся садом. А у меня еще дома дела. Пока, Кеша! Как красиво! Ладно, Цыпа, пойдем. Ой, совсем забыла. Надо же Тучкин садик полить. Вот, теперь порядок. Какая погода! Цыпа, пойдем гулять в сад. Ой, совсем не пахнет. Этот тоже? И не отрывается? Странно. Они что, из пластика? Ого, Цыпа, спасибо! Как вкусно пахнет! Где ты его нашел? Ничего себе, как у Тучки все расцвело! Вот это красота! Тученце, ну чего ты встал как вкопанный? Так я и с деревом могу поиграть. Ага, особенно с искусственным. Привет, мальчики! Привет, лисичка. Какой у тебя красивый венок. Это из нашего сада. Что-то я не помню таких цветов. А это с Тучкиной половины. Тучкиной? Да, там все цветы распустились. А запахи просто чудо. Давайте устроим в саду пикник. Ура! Смотрите, какая красота! Зато в моей части сада цветы никогда не завянут. Не завянут, но и новые не распустятся. А еще они совсем не пахнут. Да, этого я не учел. Изобрету искусственные ароматизаторы. Не надо искусственных. Пусть лучше сад будет живым. Только, по-моему, тут чего-то не хватает. Каких-нибудь скульптур, фонтанов, беседки. Кеш, может, ты что-то придумаешь? О, это по моей части. Сейчас все будет.
Смотрите, а ведь и правда, в живом саду гораздо приятнее. Без твоих усилий он бы не был таким уютным. Это точно. Угощайтесь. Неправильный компот. Лисичка, пирог просто объедение. Да, такой сладкий. Только теперь пить хочется. А у меня компот есть. Ты компот сварила? Сама? Да, из рябины. Она же горькая. Ой, я тоже компот взяла. А у тебя какой? Абрикосовый. То, что надо. Как освежает. Все дело в моем секретном ингредиенте. Ну, теперь можно и в бадминтон сыграть. То, что надо. Ладно, я такой компот сделаю. Лисичка обзавидуется. Компот как компот. И что за секретный ингредиент? Не пойму. Ладно, попробую наугад. Фу, не получается. Придется сделать лисичкин компот хуже. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Вместе песенки поют и читают книжки. А вот и хваленый компот. Хе-хе, теперь посмотрим, как он будет освежать. Соня, привет. А где лисичка? Привет. Она скоро придет. А ты что здесь делаешь? Я помогаю с компотом. Лисичка попросила. Помогаешь, значит? А за спиной у тебя что? Это что, лук? Точно, он самый. Да, между прочим, это и есть секретный ингредиент лисички. Не может быть. А вот и может. Только тссс. Если лисичка узнает, что я раскрыла вам секрет, мне попадет. Тогда надо побольше лука в компот положить. Игрок под номером 1 выходит к воротам. Теперь его ничто не остановит. Ха-ха, кроме свистка. Первый тайм окончен. Перерыв. Самое время освежиться компотом. Отличная идея. Фу, Да это же пить нельзя. Да, вчера было вкуснее. Правда? А рецепт тот же самый? Ну-ка. Ой, какая гадость! Наверное, слишком мало секретного ингредиента. Да нет, мы много положили. Вы? Ну да, заходим мы к тебе недавно, а там Соня компот доделывает. Ну, мы ей помогли. В общем, теперь все знают твой секрет. И в чем же он? молчите. В луке. В луке. Теперь все ясно. Что ясно? Кто испортил компот? Простите меня, это я от зависти, потому что все хвалили твой компот. Так вот оно что. Могла бы просто попросить рецепт. А ты бы дала? Ну, конечно. Давай вместе сделаем новый компот.
супер! Это мы вместе старались. Спасибо, девочки. Трудный пирог. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Скорее, пока пироги не остыли. Даже если остынут, это их не спасет. Этот фруктовый, а этот ягодный. Сколько вкусненького! Эх, жаль, у меня живот только один. Ап! Смотрите, как я могу. Упс, фокус не удался. Ах так, сейчас я тебе тоже фокус покажу. Ну все, сестричка, берегись. Саня, Соня, прекратите! Больше вы свои ложки не получите. И пирога тоже. Хотите играть? Идите на улицу. Ну и пойдем. Уже и повеселиться нельзя. Ха. Ну вот, Саня и Соня все испортили. А я так старалась. Не расстраивайся, лисичка. Надо их проучить. Есть идейка. Саня, что-то я проголодалась. Да, я тоже. Ну что, спортсмены, не хотите подкрепиться? Хотим. Мы как раз ко мне идем. На чай с пирогом. А с чем пирог? И, кстати, где он? Он почти готов. Надо только чуточку помочь. Ну, если только чуточку. Пустяки, одну кастрюльку помыть. Уф, ну, кажется, все. Ох, теперь я совсем проголодался. Кеш, давай уже свой пирог. Сейчас. Осталась совсем ерунда. Тесто замесить. Какое еще тесто? Для пирога это быстро. Ну, если быстро. Готово! Отлично. Кеш, ты забыл. Для пирога еще ягоды нужны. Точно. Ребят, без ягод никак. Ну, если уж совсем никак. Ну все, теперь можно в печку ставить. Полчаса и готово. Полчаса? Как раз успеете стол накрыть. В жизни так не уставала. И я. А вот и мы. Вы как раз вовремя. Пирог готов. Наконец-то дождались. Кеша, Тучка, а как насчет перестрелки пирогами? Эй, вы чего? Мы над этим пирогом весь день трудились. Это вам не игрушка. А я помню, вы очень любили поиграть с едой. Ага, все пироги у лисички испортили. Мы тогда не знали, как трудно пироги готовить. Да, прости нас, лисичка. Ладно, прощаю. Ну что, давайте попробуем ваш пирог? В жизни ничего вкуснее не ел. И я. Конечно.
конечно, вы же сами над ним трудились. Игра в самолет. Дорогие пассажиры, пристегните ваши ремни. Мы скоро взлетаем. Привет, лисичка! Куда это ты взлетаешь? Здравствуйте, уважаемые пассажиры. Занимайте ваши места. А теперь прослушайте правила безопасности. Лисичка, какие еще правила? Мы к тебе в гости пришли, чай пить, пироги есть. Напитки и закуски вам будут предложены уже в полете. Я, кажется, понял, лисичка играет в самолет. Да, это моя мечта. Стать настоящей стюардессой на настоящем самолете. Чего мечтать впустую? Надо исполнить мечту. Сделай настоящий самолет. Ты будешь стюардессой, я пилотом. А я диспетчером. Валя заправщиком самолета. А Саня и Соня туристами. Здорово! Но... И никаких «но». Готово! Можно собираться в полет. Командир, у меня все. Бак заправлен. Отлично! Машина готова. Уважаемые пассажиры, просьба пройти на борт. Ой, подождите. Одеялки не взяла. Вдруг на борту холодно. Я сейчас. Пассажиры на борту. Запрашиваю разрешение на взлет. Погода ясная, взлет разрешаю. Прием. Ой, стойте! Я пирог забыла. Чем же я пассажиров накормлю? Ну, лисичка, давай быстрее уже. Уважаемые пассажиры, пристегните ремни. Мы начинаем взлет. Кеша, подожди! Моя пилотка! Кажется, я ее дома оставила. Ну и где она? Может, уже без нее полетим? Да, сколько можно? 7 одного не ждут. Справедливо. Подождите, мы не можем лететь без лисички. Ведь это была ее мечта. Ах, да, точно. Ну и что теперь делать? Для начала надо найти лисичку. Лисичка, ты чего? Мы все тебя у самолета ждем. Друзья, спасибо вам, но я не полечу. Я бы очень хотела, но я боюсь летать. Быть стюардессой – это только мечта, несбыточная. Летать боишься? Ну ты даешь. А знаешь, есть у меня одна идейка. Вот, пожалуйста. Приятного вам полета. Наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров над землей. Капитан Иннокентий желает всем приятного полета.
Ой, ребята, меня укачивает. Порядок. Так, ага, это значит сюда. Наверное. А это отсюда, да, Кеш? Или не отсюда? Привет, мальчики. А что это вы делаете? Привет, лисичка. Вот, карусель пытаемся собрать. Тучка, ну что ты? Сейчас соберем. А это что? Инструкция. А по инструкции не пробовали собирать? По порядку, как нарисовано. Зачем нам инструкция? Мы сами себе инструкция. Правда, Тучка? Не знаю, Кеша. Да, что-то тут не так. Ничего, тученцы, сейчас еще раз все пересоберем. А может, по инструкции? Тут порядок такой. Это ты, лисичка, лучше сходи ко мне домой за красной отверткой. Она на столе. Ага. Лисичка, зайди ко мне по дороге тоже, я там термос с чаем забыл. Нам тут долго еще. Кеша, Кеша, какой беспорядок на полу. Ну ничего, сейчас мы все исправим. Ну как? Да как-то не очень. Сам вижу, что не очень. Это все из-за того, что нет отвертки. Вот куда лисичка пропала? Эх, пойду сам за ней. Я с тобой пойду. Что? Нет! Кеша, что случилось? Где молоток? Он всегда тут валялся. А дрель? Дрель где? Гвоздики, мои гвоздики, где вы? Лисичка! Это она! Она все тут убрала! А что, мне нравится. Очень чисто стало ну, по порядку. Какой порядок? Зачем порядок? Это должно быть в масле, а это вообще мочить нельзя было. Ай, все пропало. Мальчики, я принесла отвертку. Да ладно тебе, Кеш. Лисичка молодец. Убрала у тебя тут все по инструкции своей. Ага, убрала. У тебя бы она дома все убрала. Посмотрел бы я на тебя. А у меня-то что убирать? Вот смотри, у меня и так все хорошо. Тучка, а чего это ты свои удочки цветочками украсил? Как девчонка. Чего? Цветочки? Это что еще такое? А что? Мне нравится. Чистенько так. Это же лисичка. У нее же все по порядку. По инструкции. Какая инструкция? Мои травы, мои коренья. Это же не просто цветочки. Их нельзя смешивать. Ладно, тученцы, потом все обратно вернешь. Пошли карусель собирать. Сейчас все ей скажем. Я сейчас так скажу. Ты тоже ей скажи. А я ей скажу. Я ей тоже скажу. Это же наша карусель. А кто ее собрал, а? Не знаю, Тучка. Чур, я на ракете. Лисичка, ты собрала карусель? Ой, мальчики, да это я, пока вас ждала, по порядку, по инструкции. Давайте кататься. Ну, лисичка, ты молодец. А твой порядок тоже иногда помогает. А я и говорю,
Лисичка всегда все правильно, по порядку делает, по инструкции. Модный приговор. Ари, синие рога – это уже не модно. Сейчас в моде розовый цвет. Так, так и вот так. Еще так. Смотри, Ари, какой ты стал красивый. Ой, Цыпа, а что это ты у нас такой непричесанный? Садись-ка в кресло, я сейчас из тебя такого красавца сделаю. Красота! Страшная сила! Мальчики, приветики! А вот и я! О, Лисичка, привет! Какая ты... Лисичка, что с тобой? Ты что, в краску упала? Никуда я не упала. Это просто так модно. Сейчас я и вас модными сделаю. Тучка, пошли. Я? Почему я? Иди, тученце, потом посмеемся, какой ты красивый будешь. Здорово, правда? Ну, здорово. Правда. Ну, Кеша, смотри, какой красавчик. Ой, не могу! Тученце, ну ты клоун! Тобой теперь ворон хорошо пугать! Кеш, ну ты чего? Это модно так. Лисичка, ну скажи ему. Да, Кеша, зря ты смеешься. Сейчас мы из тебя модного Кешу сделаем. Ну вот еще! Я и так самый модный! Ну, Кешечка, ну пожалуйста, ну один раз. Знаешь, как тебе самому понравится. И потом, у меня сегодня модная вечеринка будет с пирогами. Да? Лисичка, только чтоб не как у Тучки было. Ты это, получше старайся. Ну, Кеша, смотри. Это что? Это так надо, Кеша. Ты теперь самый модный. Модный, говоришь? Ну ладно тогда. Вообще-то ничего так получилось. Не то, что у Тучки. А что? Я тоже модный. Ну ладно, мальчики, я за пирогами. Ну что, Тучка, бадминтон? Ну, давай попробуем. Ой, ай-яй-яй. Ой, мамочки. Как это все неудобно. Как это все мешает. Ой. Ох, мода! Да что это? Тапки какие-то странные. И очки эти, ничего в них не видно. Лисичка, а ты чего? Не модная такая. Мода это все ерунда. Главное, чтобы было удобно.
красоте. Эх, и уши у меня какие-то не такие, и хвост не такой. Ну почему я такая некрасивая? Вот цветочки, они красивые, не то, что я. Вот если бы я была цветочком. Ну как? Класс! Но чего-то не хватает. Да, чего-то красивого. Точно! В центре фонтана должна всегда быть красивая статуя. Ребята, привет! А вот и я. Лисичка, что это на тебе? Ты что, в клумбу упала? Никуда я не упала. Разве цветы некрасивые? Цветы, конечно, красивые, а лисичка в костюме цветка как-то не очень. Ничего в красоте не понимаете. Ну вас. О, я знаю, что нам нужно. Клево, правда? Да как-то не очень. Сам вижу, что не очень. В клумбу упала. Сами вы в клумбу упали. О, рыбка! Какая красивая! Вот если бы я была рыбкой. Ну как? Это что? Кресло в фонтане? Ну да, и красиво, и посидеть можно. Ага, посидеть в фонтане с зонтиком. Ребята, посмотрите. Ну теперь-то я красивая. Смотри, Тучка! Рыба решила в твоем кресле посидеть. Лисичка, ты там не ушиблась? Ничего в красоте не понимаете. О, Тученция! Я знаю, что нам нужно. Отлично! По-моему, какая-то ерунда. Это не ерунда, а цыпа. Куда? А ну стой! Стой, кому говорю! Стой! Павлиний хвост! Да, вообще-то павлин – это самая красивая птица. Да, но павлин – это павлин, а лисичка – это лисичка. Ой, не могу! Лиса-павлин! Ой, вообще умора! Значит, снова некрасиво. Ну и ладно. Лисичка! Лисичка, постой! Ну вот, обиделась. Эх, нехорошо получилось. Знаешь, Тученция, а я, кажется, знаю, что нам нужно. Объявляю торжественное открытие фонтана. Мы долго-долго делали и наконец-то сделали. Ура, давай! Раз, два, три. Ой, это что? Вы сделали фонтан про меня? Но я же такая некрасивая. Лисичка, ты у нас самая красивая. Ага, самая красивая лисичка на свете. Тученция, давай.